Всем привет! Как всегда, мы в эфире. Ну, я и вы, кто смотрит. У нас сегодня 33-е чтение. Тема сегодняшней встречи или чтения — это руна Альги. И, естественно, традиционно, перед тем, как начать чтение, на правах рекламы, маленькие сообщения. Я наконец-то сегодня уже создал канал Таро Тота, магия Таро Тота Алистера Кроули. Он скоро появится у меня в значках на канале. И, в принципе, первый этап созидания я уже как бы сделал, ну, почти сделал. Просто поисковик должен найти этот еще канал, чтобы я его мог себе поставить как избранный. Итак, у вас, когда вы зайдете на канал, у вас будет 4 канала. Это Кастанеда глазами мага, рунические расклады, вернее не расклады, а руническая диагностика, он так называется, пробуждение ведьмы и магия Таро Тот. Это темы отдельные, которые я буду размещать в видео, доработав и определив график, я выставлю на баннере канала самого график выхода видео. Просто мне нужно это планировать, какие видео и так далее. Но я хочу сделать такое, знаете, как программа. То есть, чтобы вы, например, подписавшись на тематические каналы, вы могли, например, знать, что там по вторникам выходит там такое-то видео, по четвергам выходит там такое-то видео в определенное время. Ну, естественно, запись останется, и, естественно, в плейлистах на канале будут плейлисты канала, где вы сможете, если вдруг у вас не получается по времени посмотреть премьеру, то вы сможете зайти в эти плейлисты и посмотреть эти каналы. Естественно, я попрошу всех моих преданных подписчиков подписаться на эти каналы, дабы не пропустить, во-первых, тему выпуска, то, что вас интересует. Второе, это, естественно, таким образом поддержать канал. Я попрошу делать, ну, по-серьезному, делайте просмотры, ставьте лайки, можете дизлайки, ну, то есть какое-то шевеление, комментируйте, может что-то не нравится, может какие-то пожелания. Мы можем в комментариях даже вступить в какую-то там конструктивную дискуссию. То есть конструктивные комментарии, я вам скажу, что я в тематических каналах не буду удалять. Но я включу все свое лакеанство, и я не думаю, что человеку будет приятно переходить на какие-то ненужные вещи. То есть у нас каналы — это тематические каналы, образовательные, информационные. Не нравится — проходите мимо. Нравится — ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте все уведомления, ну и в таком плане. Каналы молоденькие. Хочу их раскрутить. Кристина, приветствую. Хочу их раскрутить и прошу, естественно, вашего содействия. Что я еще хочу сказать? Значит, по новому каналу Таро Тота уже подготовлен один ролик. Мне его нужно закончить по монтажу. И, в принципе, он планировал сегодня, но, скорее всего, он выйдет в другой день по графику, о чем вы тоже, в принципе, узнаете, потому что я его поставлю в премьеру на своем канале, на основном канале, отцовском канале, потому что есть дочерные каналы, а это отцовские, ну, как хотите, так можно называть. Поэтому стремление развиваться и стремление к тому, чтобы по всем 4 тематическим каналам были на ваш выбор вот 4 направления исследования, о которых я заявил ранее. Это руническая магия, в данном случае руническая диагностика. Будет обучение на этом канале, как я говорил, но диагностику я буду выкладывать на отдельном канале. Пробуждение ведьмы, готовится курс по 36 занятий по 4 стихиям, по 9 занятий, где будут даваться тоже практики, довольно серьезные практики, тоже готовлю. Практики Кастанеды, в чем будет
особенность. Практики Кастанеды я хочу совместить с шаманскими практиками. Поэтому этот проект, может быть, не так сразу он проявится, но, скорее всего, мы с вами побубним. То есть я свой шаманский бубен, я буду давать вам определенные практики, ритмы, вхождение в транс. Ну, я сейчас не хочу просто наговаривать. Вы увидите, пока в перспективе это планируется 10 занятий, 10 практик. Естественно, обучение будет платное, о чем вы узнаете вскоре. По поводу обучения на курсе «Руническая биоэнергетика» я вас приглашаю сегодня в 19:30 на мой открытый вебинар. Формат примерно час. Все будет зависеть от вашей активности, ваших вопросов. Если нужно будет, то не вопрос, и больше мы можем пообщаться. Главное, чтобы у нас было действительно конструктивное общение. Вот. Я расскажу о глубинах курса, какие занятия, какие задания. Конечно, я их разворачивать не буду, но подразнить я вас подразню и крепко подразню. Поэтому сегодня в 19:30 будет такая серьезная дразнилка для тех, кто еще сомневается, заходить или не заходить, чтобы во всяком случае сложилось определенное видение и понимание, стоит ли заходить или стоит, может быть, да, не ваше. В этом случае, чтобы не было это, знаете, кота в мешке, я предлагаю. Вот где-то такой момент. Ну и, естественно, преодолевая свою какую-то, ну, для меня это ново, но оказывается на YouTube-канале есть такое понятие, как поддержка или донаты еще называется. То есть можно поддерживать канал, то есть называется добровольное пожертвование. Я трачу все свое время на создание новых роликов. И я хочу этим заниматься далее. Я хочу вас радовать, слышать вашу обратную связь, радовать вас новыми работами, новыми творческими исследованиями. Но, естественно, на это нужны деньги. То есть что-то нужно кушать. Поэтому кто смотрит это видео или будет смотреть, и у него возникнет желание отблагодарить, то есть, ну, знаете, в каком плане? Вот понравилось вам, и вы хотите от души отблагодарить. Я буду вам признателен, в ссылке есть счет. Если вы захотите меня поддержать, я, честно говорю, я очень-очень вам буду благодарен. Потому что это энергозатратно, это энергоемко, и не то, что я сейчас как бы попрошайничаю. Я предлагаю вам продукт, понимаете? Мне не надо просто так давать деньги. Давайте делать равновесие. Продукт, который я делаю, вам нравится, вы удовлетворены, вы получили какое-то удовольствие, знание, не просто удовольствие, но получили знания, получили опыт, и вы захотите отблагодарить, я вам буду очень признателен. Делайте это в равновесии от сердца. Вы знаете, что когда делаешь от сердца, то вам обязательно это вернется. А меня это очень здорово поддержит, когда я увижу, что меня не просто говорят, да, молодец, а еще и что-то капнет денежка, то, естественно, это меня не то, что обязывает, но это меня мобилизует, это меня вдохновляет и мотивирует. Я вам скажу, что были вот перечисления инкогнито. И знаете, где-то так вот руки раз опустились, а тут раз такая, ну, как бы поддержка. Небольшие деньги. Но я это воспринимаю как поддержка от богов. Я говорю, нет, Василий, прибодрись, людям нравится. Может быть, не такая массовая аудитория, но все у нас еще впереди. Люди благодарят. Ты должен делать еще лучше. Ты должен сам учиться и делать так, чтобы ты мог научить других людей тому, чего ты знаешь. Пусть это всем будет нам в радость и благо. Вот такая вот реклама на 10 минут на правах рекламы. А сейчас мы переходим к чтению. Ну, а в конце я скажу, конечно, традиционное, вы знаете что. Ну, поехали читать. Вот такая вот руна Альгиз у нас. И я напомню один момент. Я его напоминаю постоянно, чтобы не было недоразумений, кто смотрит это видео первый раз. Вообще этих выпусков уже 33. И мы прошли уже, ну, по-моему, 5 или 6 рун.
нас впереди еще ждут очень интересные руны. Но мы их, как бы читая, я комментирую относительно того, как я это понимаю, как я это вижу. Вы должны понимать, что Ральф Блюм взял, он говорил об этом с самого начала, он взял, вытаскивал по одной руне и составил свой ряд. Поэтому Альгиз не является десятой руной в классическом футарке. Альгиз является, если я не ошибаюсь, 15-й руной. В Савилью 16-я, да. Это руна второго Этира. И это руна подсознания. И здесь царствует закон привлечения. Почему очень многие часто говорят, что это защита, которая, знаете, как телохранитель. То есть есть защита, и она как телохранитель. Я тут такой вот беспечный прохожусь туда-сюда, а у меня же Альгиз. Альгиз защищает. Но обломайтесь, товарищи, дорогие мои, и даже канонические рунологи тоже обломают. Потому что в данном случае я тут даже готов, ну не то что спорить, а дискуссировать достаточно глубинно по поводу руны Альгиз. Потому что я с ней, ну не то что подружился, но она для меня вот со всех сторон как просмотрел. Даже ее рассматривал в контексте в других порядках рун, то есть и в русских рунах. Ну, просто смотрел, где есть и мифология, и другие руны, натурбийский ряд и так далее. То есть я не буду сейчас перечислять англосаксонский, ну, германский ряд, есть разные, младший футарк есть, их разнообразие. Но почти везде эта руна защиты воспринимается, но в некоторых порядках она воспринимается как призыв к Богу или как взывание к богам. Тоже вот, знаете, как человечек, который вознес руки, как жрец вознес руки. Правда похоже? Разглядите. Так вот, мы следуем порядку Ральфа Блюма в силу того, что он так определил, и мы читаем все подряд, не перескакиваем. Поэтому пусть вас этот порядок не смущает. Что касается руны Альгиз. Как всегда, я хотел бы открыть схему древа Игдрасиль. И поискать ее. А вот ее искать-то и не надо. У нас вчера была руна Иваз, символ мира Вартальхейм. И другой мир, который связывает мостик Альгизом, является мир Нифельхейм, где символ руны Иса необратимая. Альгиз обратимая руна, поэтому сегодня может быть чуть будет объемный материал, но не сильно, потому что в 19:30, напомню, у нас будет встреча. Все-таки где-то хоть 15 минут, 20 передохнуть-то надо. Так вот, руна Альгиз, связывая Вартальхейм или мир цваргов, или символично мы называем его миром страха, да, мир страхов. Если вы, ну, как бы призабыли или не помните, посмотрите прошлый 32 выпуск, где мы говорили об Эйваз. И вот этот страх, от этого страха нас защищает руна Альгиз. Через что? Через спокойствие, умиротворение. То есть Альгиз на страже нашего спокойствия перед страхами. Очень символично. Я вам хочу сказать, вот я уже говорил, что вот эти чтения, которые я начал с Ральфом Блюмом, я даже не предполагал, что выйдя на руны, писание рун, интерпретация рун Ральфа Блюма, я начал в свое время изучать руны по Ральфу Блюму, ну это как основная книга была. И сейчас вот на таком каком-то переломном моменте в моей жизни, ну, становления, изменений, трансформации, у меня опять идет активация.
я заново как бы активирую. Мне кажется, что это очень символично, это как некий виток развития. Естественно, что вот если посмотреть, то я каждый день активирую эти руны, но думаю, что и вы со мной тоже, может, где-то прочувствовали эти вибрации. Но у меня день каждый, это связано именно с этой руной. Вот я вечером ее читаю, да, но мне предшествует эта руна. Проявление дня, она предшествует. Вот сегодня просто взывал к богам, и я получил покровительство, как говорит Ральф Кун. Про покровительство тростник и лось. В чем еще особенность Альгиз? Альгиз в силу того, что он предупреждает об опасности. И в этом есть магия руны Альгиз. В чем именно? В том, что она это защита как бы неактивная, в отличие от Турисас, от Эйвас, даже от других рун. Вот, например, та же Кена, наше видение, Кена может давать нам защиту. Например, Ансус, мудрость, может давать нам тоже защиту. Другие руны могут давать защиту, даже иногда агрессивную защиту. Та же самая руна Хагалас, Иса, это тоже очень великолепные руны, если рассматривать их как боевые, да? Вот. Но Альгиз – это защита, которая предупреждает. То есть она в виде тростника. То есть если у нас возникает какая-то опасность или нарушение нашей территории, наших владений, феха, да, то Альгиз предупреждает: вашу территорию, на вашей территории находится чужак. Вот у меня есть собаки, и когда кто-то ходит вот здесь чужой, они начинают лаять. Это, кстати, очень тоже сравни Альгизу. То есть они выполняют функцию Альгиз. Они здесь в доме со мной, но они не могут там пойти прогнать или еще что-то. Но я не стремлюсь, чтобы это делать. У меня самого хватает достаточно сил, чтобы прогнать чужака. Я собак не подставляю, в отличие от других товарищей, которые любят собак по-другому. Никого не осуждаю, каждому свое. Но у меня свое такое понимание. И вот они лают. То есть они предупреждают, что есть опасность, есть что-то другое. Ты не знаешь, что это. Может, это кот прошел, может, где-то там чего-то не то. Там где-то сосед кашлянул, а они могут отреагировать. Не важно, но ты предупрежден. Ты предупрежден, что что-то не то. И тебе нужно отреагировать на это. Я вам больше скажу, вот если ты не реагируешь на то, что собака возмущается, да, вот ругаются, то ну, они недоумевают. Подожди, мы тебя предупреждаем, а ты никак не реагируешь. То есть нужно заглянуть в окно, то есть нужно сделать вид, что там кто-то идет, или успокоить собак. Вот я взял этот пример, знаете, для чего? Чтобы выразить или показать как можно сильнее руну Альгиз. Руна Альгиз потрясающая. Это наше предупреждение, это наша возможность призвать богов. Ведь, смотрите, хорошо, когда у нас хорошо. И давайте не будем лукавить. Когда у нас хорошо, мы говорим скул или хвала богам, или хвала Одину, хвала Фриг, хвала Фрей, хвала Локи, кто кого почитает. Но когда нам трудно, когда нам очень тяжело, добрый вечер, Алекс, когда нам трудно, когда нам очень тяжело, мы что делаем? Мы призываем богов. Если такая пословица «коли лихо, то Бога там», я не помню эту пословицу украинская, когда плохо, то мы к Богу призываем. Может, кто-то помнит эту пословицу? Подскажите, ну она складная такая. То есть мы призываем богов тогда, когда у нас есть необходимость. А так, когда хорошо, ну хорошо, все остальное, все великолепно. То есть мы призываем богов по нужде. То есть есть определенная нужда. Можно ли сказать, что здесь скрытая руна наутист? В какой-то степени да. Знаете почему? Потому что наутист, нижний хвостик как бы не описывается, и наутист начинает раскручиваться. И он создает такой вот некий элемент.
Он может напоминать даже Хагалас в натурбийском ряде, да, или в англосаксонском, младшем футаре. Но он создает прецедент взывать к богам. Мы взываем к богам, Альгиз. Мы поднимаем руки, как Альгиз, говорим: «О боги, помогите нам». То есть Альгиз зачастую нас подталкивает, чтобы мы призывали богов. То есть помните, на камнях в Скандинавии дата рождения — это Альгиз прямой, дата смерти — это Альгиз перевернутый. Да? То есть человек обретает защиту, человеку защита уже не нужна. В раскладах точно так же прямой и перевернутый Альгиз, он предупреждает очень явно. В некоторых случаях прямой Альгиз говорит о том, что пора взывать к богам. В некоторых случаях он говорит, что тростник не шевелится, но он на страже, он как бы готов предупредить. А иногда перевернутый Альгиз — это опасность, иногда смертельная опасность. Вот такая вот история. А у Альгиза нету зеркальности. То есть у него нету непроявленности. Он всегда проявлен. У него может быть активность или неактивность. Прямой Альгиз — это активный. То есть он, знаете, как сигнализация установлена. А когда сигнализацию сняли, перевернутый. То есть защита не работает. Поэтому пусть у вас всегда будет защита. Это вот мудро в моей интерпретации, мудро Альгиз. Пусть вас защищают ваши боги. Начинаем читать. Покровительство, тростник, лось. О лосе скажу, что то же самое пугливое животное, самое чуткое животное, ну не пугливое, а чуткое животное, и очень хорошо слышит и далеко видит. Лося сфотографировать — это нужно сидеть очень долго в засаде, они очень чувствительны. И зачастую, если лось начинает бежать или насторожился, это тоже своего рода защита. Нужно понимать, что где-то хищник или что-то не в порядке, что-то не так. Тоже очень интересный момент. Читаем. Ваша задача — самообладание. Переходные периоды, периоды смены жизненного курса, интенсивного изменения себя, крайне важно не замкнуться в сфере собственных эмоций. Не замкнуться в сфере собственных эмоций, как возвышенных, так и низменных. То есть не впадать в истерию. Эта руна символизирует новые благоприятные возможности и новые сложности. А им могут сопутствовать злоупотребление или нежелательные действия. И руна Альгиз может предупредить: это не надо делать, это до добра тебя не доведет в таком плане. И в то же самое время она, видите, символизирует новые благоприятные возможности. Для воина духа, для того, кто всегда ведет битву с самим собой, а воин духа — это как раз и есть тот, кто ведет битву с самим собой, Альгиз служит своего рода зеркалом. То есть он показывает воина лицом к лицу. Защита воина подобна изогнутым рогам лося или предупреждающему шелесту осоки. И то, и другое в равной степени сохраняет пространство вокруг вас. Это то, что мы говорили перед этим. Всегда помните о том, что только своевременное правильное действие и соответствующие обстоятельствам поведение является вашей единственной истинной защитой. Если вы обнаруживаете, что испытываете страдания,
Понаблюдайте за этим страданием, задержите на нем свое внимание. Я остановлюсь. Дело в том, что я бы не рекомендовал следовать совету Ральфа Блюма при всем моем уважении и задерживать свое внимание на страдании. Потому что страдание — это, как говорил Кастанеда, индульгирование или самолюбование, или очень близкое к чувству собственной важности. Любоваться своим страданием, которое ты испытываешь, это не самый лучший путь. Это страдания, которые мы переносим, эти испытания, они нас закаляют. Хотим мы это или не хотим, хотя это у нас, нам это неприятно, мы этого не хотим, ну, нам это как бы не нужно, зачем оно нам надо. Но тем не менее, мы становимся сильнее. И в любом как бы страдании нужно искать момент, простой момент поиска. Задавать этому страданию вопрос. Не почему я страдаю, за что я страдаю, откуда такая несправедливость, а чему я могу научиться. Вот эта ситуация, которая сложилась, задать себе вопрос, а чему я могу научиться в данном случае. Понятно, что мы учимся преодолевать это, но самое главное, задать вопрос, какой я урок могу извлечь из этой ситуации, которая является неким испытанием, приносящим страдания. Ведь мы страдаем всего лишь навсего из-за того, что мы залипаем на это, мы это страдание возносим на пьедестал, и оно становится главным в нашей жизни и управляет нами в жизни. А мы должны научиться не терпеть и, извините, не наблюдать за страданием и не держать на нем свое внимание. Потому что там, где наше внимание, там наша энергия. Мы, получается, вместо того, чтобы освободиться от этого страдания, преодолеть его, научиться у него, чтобы стать сильнее, задать вопрос с другого пласта, мы его транслируем в будущее, растягивая его. Это уже, извините, задержаться на страдании или понаблюдать, да, но задержаться на страдании, задержать свое внимание, это называется уже, я не знаю, садомаза или самоистязание, это уже какая-то любовь к боли, любовь к страданию. Найдите мне хоть одного человека, которому приятно страдать. Это ненормально страдать. Это ненормально. Для человека это ненормально. Если человек любит страдать и упивается этим, значит что-то с этим человеком не то. Понимаете? Что-то с этим человеком не то. И тут уже нужны специалисты. Но мы не об этом. Не стоит опускать занавес и бежать от жизни, отрицая то, что происходит. Вы будете двигаться вперед, сознание, вы будете двигаться вперед. Сознание этого и есть ваша защита. Еще раз. Не стоит опускать занавес, бежать в жизни, отрицая то, что происходит. Вы будете двигаться вперед. Сознание этого и есть ваша защита. Я вам хочу сказать, что бежать не надо, но двигаться вперед надо. И в данном случае любое отрицание, что это не со мной происходит, оно просто программирует, как руна подсознания, руна привлечения, да? Оно программирует, если мы не услышали одно предупреждение, будет второе, третье и четвертое, и пятое, и до тех пор, пока мы не услышим. Понимаете, так работает защита Альгиз. То есть, если ты первый раз не понял, получи ситуацию более сложную, более неприятную, где ты действительно страдаешь больше, чем ты страдал в первом случае. Но ты должен услышать это. Ты должен призвать богов. Ты должен как бы что-то сделать для этого, извлечь уроки. Ибо если ты не извлечешь, то это будет повторяться, повторяться и повторяться. Как любит повторять моя жена, говорит,
Почему же у нас некоторые ситуации в жизни повторяются? Наверное, мы с тобой тупые. Да, мы иногда тупим. Мы тупим, почему эти ситуации повторяются. Поэтому извлечь сейчас, не ждать не ждать, что снова в твоей жизни будут какие-то страдания, и вот тогда ты поймешь. Я вам хочу сказать, это не самый лучший способ обучения. Самый лучший способ обучения — это понимать, изначально извлекать уроки. И почему бы не сейчас, когда, может быть, кто-то из вас переносит какие-то страдания, извлечь именно сейчас уроки, понять это, проанализировать, усвоить и идти дальше, не опуская руки. Не страдать, а смотреть вперед и задавать вопрос. Из этой ситуации, в которой я нахожусь, какие я могу вынести уроки и выводы, чтобы это в моей жизни не повторилось. Вот это и есть истинная альгиз. Это и есть истинная защита, которая защищает нас от повторения кармических каких-то действий, от повторения каких-то вещей, которые мы уже, наверное, из прошлых воплощений притащили сюда. Почему бы в этой жизни закончить, тупить и принять, осознать, сделать выводы и идти дальше, понимая, что в твоей жизни это больше не повторится. Да, может быть, что-то будет другое, может, где-то тоже будет какой-то момент страданий, но оглядываясь назад, преодолевая определенные темные периоды, проходя долиной смертной тени, преодолевая и выходя, ночь темна, особенно перед рассветом, да, вот, выходя в сумерки и выходя из сумерков, встречая солнце, успех, радость, может быть, оглядываясь назад, вспоминая, сколько этих долин ты в своей жизни прошел, и ты понимаешь, что вот эта последняя, которая прошел, она самая тяжелая. А та, которую ты проходил, то ерунда. Но в том-то и парадокс, что получается вот это вроде бы как самое тяжелое, но мы не предполагаем, что нас ждет впереди. А ведь, оглядываясь назад, мы понимаем, что мы преодолели это довольно сложный период. Только благодаря тому, что когда-то преодолели еще какие-то сложные периоды, как мы становимся сильнее, как мы способны преодолевать в мудрости, познавать самого себя. У нас появляется стойкость, выдержка, уверенность в себе. В перевернутом положении. Руна Альгиз. Будьте внимательны к своему здоровью и не доставляйте дополнительных хлопот окружающим. Хороший совет, между прочим. Обратите внимание на те ассоциации, которые возникают у вас в настоящее время. Смотрите, все наше здоровье, да, внимательное здоровье, мы ведь болеем не просто так. Болеем из-за того, что мы сопротивляемся, болеем из-за того, что мы создаем напряжение, болеем из-за того, что мы упиваемся страданием. Это все отражается на физике. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью. Я бы здесь добавил, будьте внимательны к тому, что вы ощущаете, какие эмоции. Будьте внимательны к тому, что вы переживаете. И по возможности, берегите ваше здоровье для того, чтобы потом, выйдя из долины смертной тени, насладиться радостью солнца и радостью дня, радостью Дагас, который, трансформируя новый день изменений, он приносит радость и наслаждение жизнью. Вот, знаете как, нужно себе сказать такую вещь. Я сохраню свое здоровье, психическое, физическое, эмоциональное, для того, чтобы увидеть, чем это все закончится, и возрадоваться. Вот этим оптимизмом нужно себя заряжать. Тогда вы будете все здоровы. Здоровья вам, дорогие.
Если вы видите, что готовы попасть под влияние людей, которые используют вас, осознайте этот факт и примите на себя ответственность за вашу собственную позицию. Без комментариев. От этого вы только выиграете. Впрочем, независимо от того, процветает ли ваше смелое предприятие или переживает период трудностей, не следует испытывать чрезмерной заинтересованности. Вы можете не выиграть, но в любом случае не проиграете. Знаете как? Можно проиграть сражение, но битву нужно выиграть. Поэтому, если есть какой-то проигрыш, если есть какой-то момент, где нужно сдать позиции, это всего лишь навсего очередная битва. Но победа, это не значит, что в этой битве вы потерпели поражение. Поражение — это когда вы сдаетесь. Когда мы сдаемся, мы терпим поражение. Тогда победы нам не жди. А вот если мы остаемся стойкими, ну да, проиграли эту битву. Помните историю, ту, которую хотя бы нам преподносят. Не было ни одной победы без поражения. Не было. Даже ту же самую Вторую мировую войну. Помните, когда Советский Союз отступал. Но наступил переломный момент, правда же? В каких-то случаях были поражения. Но потом началась победа. Вот где-то так, в таком ракурсе. Викинги это знали. Вы можете не выиграть, но в любом случае не проиграете, поскольку происходящее всегда может послужить вам наукой. Умеренность и обходительность являются движущими силами защитных свойств этой руны. Я бы даже где-то провел такую параллель с картой Таро умеренности. Вот Альгиз и карта умеренность, они где-то созвучны. Сори за такое сравнение, но оно пришло. На сегодня все. Завтра 34-й выпуск. Мы с вами будем знакомиться с руной Феха. Замечательной, удивительной руной Феха, которую многие ассоциируют с богатством и достатком, но она имеет свои подводные камни. Поэтому завтра в 18:00 не пропустите. Мы встречаемся для того, чтобы читать Ральфа Блюма с комментариями. И завтра у нас будет руна Феха. А на сегодня традиционная та-да-да, та-та-та и колокольчик, и уведомления. 19:30, примерно через 45 минут, мы снова с вами встретимся на замечательном таком вебинаре, где я буду рассказывать, что мы делаем на курсе рунической биоэнергетики. Всех вам благ, всего доброго, до встречи. Я не прощаюсь, я вас жду на вебинаре. Пока-пока.